Краффины получились мягкие, воздушные и ароматные. В основе этой выпечки сдобное дрожжевое тесто, которое прослаивается сливочным маслом. В качестве добавок обычно применяется изюм или другие сухофрукты. Можно также использовать цукаты или орехи. Готовые краффины слегка посыпают сахарной пудрой. Всем привет! С вами Валентина в Корее. Количество муки может потребоваться чуть больше или меньше, в зависимости от ее качества, влажности и клейковины. Изюм заранее промываю горячей проточной водой, заливаю и оставляю на 10-15 минут. Затем откидываю на сито. Сухофрукты у меня изюм и микс из клюквы, черники, вишни и апельсиновой цедры. В муку добавляем соль, затем добавляем ванилин. Все перемешиваем. В хлебопечку наливаем теплое молоко. Смотрите, чтобы молоко не было горячим, иначе дрожжи не будут работать. Насыпаем сахар, сухие дрожжи, муку, добавляем яйца, растопленное сливочное масло. В таком же порядке можно замесить тесто руками, сначала помешивая ложкой. Очень часто хлебопечку я использую как тестомес. Готовое тесто для краффина получается средней плотности, мягкое и нежное на ощупь. Оставляем в хлебопечке на расстойку, чтобы тесто увеличилось в 2 раза, где-то на час-полтора часа. Тесто разделить на 3 равные части. Получится приблизительно по 300 грамм. Тесто раскатать в тонкий пласт размером 35 на 25 сантиметров. Смазать сливочным маслом. И равномерно посыпать сухофруктами. Начиная с одного из краев, аккуратно свернуть заготовку в тонкий рулет. Разрезать рулет вдоль на 2 равные части, но до самого конца не разрезать. Оставить в месте соединения 2 половинок неразделенный хвостик сантиметра 2-3. Закрутите спиралью одну половинку рулета к его началу, срезами наружу. Вторую половинку закрутите также спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. Хвостик нужно спрятать в середине.
Аккуратно поместите форму для запекания. То же самое проделать нужно с двумя оставшимися кусочками теста. Накрыть сверху пленкой и поместить в теплое место на 40 минут для подъема. После подъема вот такая красота у нас получается. Заранее разогреваем духовку примерно до 160 градусов. Куличи среднего размера выпекаются около 30-40 минут. Чем крупнее куличи, тем дольше будет выпекаться. Нужно ориентироваться по своей духовке. Готовые куличи вытаскиваем из духовки. Затем аккуратно достаем из формы и остужаем на решетке. Можно смазать сиропом и сверху посыпать сахарной пудрой. Куличи по этому рецепту получились просто потрясающе вкусными, сладкими и сдобными. Вот такие красивые куличики у нас получились. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока!